Всем привет! Меня зовут Оля, и я диджитал номад в Италии. Мне кажется, какой-то степени это почетное звание, потому что я, по сути, являюсь одним из первых людей, кто получил данную визу. Плюс я однозначно являюсь первым человеком, который подавался в Нидерландах на визу диджитал номад в Италии, то есть из страны Евросоюза. И я точно являюсь первым диджитал номад в том городе, в котором я уже получала свое пермессо. И в этом видео я хочу рассказать вообще, что такое Digital Nomad, и рассказать свой путь. И, может быть, он окажется полезен кому-то. И да, я буду рада, если у вас будут вопросы. Соответственно, Digital Nomad виза– это виза для тех людей, которые работают удаленно и могут продемонстрировать соответствие определенным требованиям. Таким требованиям, как наличие дохода, установленного итальянскими органами, а также то, что их профессия, она относится к числу высококвалифицированных профессий. Про это мы поговорим немного в дальнейшем, но в общем и целом это виза для высококвалифицированных профессионалов, кто работает удаленно, как минимум 6 месяцев до того, как подаваться на одну визу, и те, кто хотят поехать в Италию, пожить в Италии и, да, год узнать эту страну. Эта виза, она выдается изначально сроком на 1 год, в отличие от других Digital Nomad виз в других странах Евросоюза. Но есть возможность продления, поэтому если вам понравится, то вы всегда можете продлиться. Есть такой нюанс, что я подавалась из Нидерландов, потому что подаваться на эту визу можно только по месту резидентства, где у вас либо действующий ВНЖ, либо по месту там, где у вас ПМЖ, либо паспорт, то есть там, где вы живете наиболее долгое время. Поэтому так я на тот момент, когда я решила подаваться на Digital Nomad визу, я жила в Нидерландах, соответственно, я решила подаваться из Нидерландов. И я объясню, почему есть такая специфика, почему мы подаемся только из того места, где мы живем какое-то продолжительное время. И, соответственно, нет такой опции, что вы поехали в Италию, вы пошли в местный орган и принесли те документы и сказали, давайте мне Digital Nomad. Такой опции нету. Вы всегда действуете через консульство в той стране, где у вас постоянное место жительства. И исходя из этого, существует определенная специфика в каждой стране, в которой вы подаетесь. Поэтому, с одной стороны, есть регулирование, которое устанавливает требования, что такое Digital Nomad, какие требования к Digital Nomad. Но, с другой стороны, есть специфика места подачи, и от этого это сильно влияет на то, какие документы должны легализовываться, каким образом документы легализовываются. Я имею в виду переводы, апостили. И также это влияет на вообще пакет документов, которые предоставляют для удовлетворения этим требованиям. Вот, соответственно, что такое Digital Nomad? У Digital Nomad по себе, по сути, есть две субкатегории. Есть субкатегория Digital Nomad, это где прям есть определение, что такое Digital Nomad. Это человек, который работает удаленно с использованием технологий, таких как лэптоп и другие просто средства, которые позволяют ему работать удаленно, а есть еще дистанционный работник. По сути, это одно и то же, просто это подкатегория Digital Nomad, но в случае с дистанционным работником и в случае с Digital Nomad будут определенная специфика, как документы будут отличаться. Там буквально 2-3 документа, которые будут отличаться в первом и втором случае, но они такие не критичные, и по факту большой разницы нету. Как по мне, они, они не критичные. Вот. Какие документы нам нужны вообще для того, чтобы подаваться на Digital Nomad визу? Во-первых, конечно, нам нужна будет заполнена анкета на национальную визу D. Мы запрашиваем долгосрочную визу для того, чтобы въезжать в Италию далее, то есть это виза D, более 90 дней. Действующий заграничный паспорт плюс его копия. Если вы подаетесь не из страны вашего гражданства, то вам нужен действующий ВНЖ, ПМЖ. Нету каких-то сроков конкретных, какое время какое время ВНЖ должен действовать на момент подачи, но исходя из практики в целом других стран, я знаю, что при подаче на другие категории виз консульство смотрит на то, чтобы ваш ВНЖ действовал 3 месяца как минимум он еще был действительно 3 месяца далее, после того, как вы подались на данную визу. У меня была более интересная история.
но так либо иначе, когда подавалась из Голландии, у меня на руках был что-то около квазидействующего ВНЖ, потому что я находилась и в смене резидентства в Голландии. Но это такой момент, который нужно прояснять с консульством. Если вдруг у вас истекает ВНЖ, то нужно смотреть, есть ли у консульства какая-то специфика по тому, сколько должен ВНЖ данный действовать. Далее, подтверждение наличия минимального годового дохода. Нету конкретной цифры, потому что она меняется от года в год, но сейчас она составляет порядка 25 тысяч евро, если быть более точной, 24 789 евро. Вот, и она составляет 3 раза умноженная такая категория. Есть такая категория в Италии, что-то вроде прожиточного минимума, но не прожиточный минимум в том смысле, который есть у нас. Это просто есть такой уровень дохода, при котором граждане Италии освобождаются от уплаты социальных взносов. Есть просто как бы ссылка на то, где можно посмотреть эту цифру, и эту цифру нужно умножить на 3, и на сегодняшний день она составляет порядка 25 тысяч. То есть вам нужно будет показать, что у вас такой минимальный доход на момент подачи за годы предшествующей подачи есть. Вопрос в том, за какое количество лет вас попросят показать эту историю. Я показывала за 2 года, просто показывала там налоговые выписки, но это тоже специфичный вопрос, который, возможно, потребуется прояснить с консульством, за какой период вас потребует показать соответствие этому критерию. Далее сложный момент – документ, подтверждающий наличие места жительства в Италии. То есть вам нужно будет принести в консульство документ, который показывает, что вам есть где жить в Италии. И в некоторых консульствах, это, конечно, сейчас история из разряда сказки, проходили там букинги, то есть забронированное жилье на букинге, но сейчас, наверное, 80% консульств у вас просит долгосрочный контракт аренды, который еще будет зарегистрирован в Италии. Или есть еще такая промежуточная опция, это декларация hospitality, это декларация, которая была у меня, о том, что мне лицо в Италии, который гражданин Италии, у него есть, даже не обязательно гражданин, но лицо из Италии, у которого есть дом, говорит, ты можешь у меня оставаться на период, запрашиваемый там, по Digital Nomad визе. Это тоже более редкий случай, я думаю, что он больше как будет сводиться на усмотрение консула, если вы с ним сможете договориться, так сказать, рассказать историю. Но да, у меня была такая история. Но да, сейчас просто как бы я вас ориентирую, что вам, скорее всего, понадобится долгосрочный контракт аренды, что в целом решаемо. Вот, если есть спрос, то будет соответственный рынок. И в целом, если вас это пугает, то пусть это не пугает, потому что если вы найдете заранее жилье, во-первых, это сильно повысит ваши шансы на одобрение, во-вторых, у вас не будет каких-то головных болей по поводу того, где же вам жить, когда вы только едете в Италию. Далее, какие документы еще вам понадобятся? Страховка действительно на национальной территории, на территории Италии на срок вашего пребывания. Есть определенные тоже консульства, которые устанавливают покрытие, там, страховое покрытие, которое должно покрываться вашей страховкой. Смотрите внимательно тоже на сайте консульства. Но, по идее, подходит туристическая страховка, которую вы просто запрашиваете под период Digital Nomad. И вообще, да, вы можете у своего банка поинтересоваться, может быть, они оформляют страховку, потому что банки зачастую делают такие туристические заграничные страховки. Вот. Далее нужно будет подтвердить, что вы осуществляете деятельность как digital nomad или дистанционный работник на протяжении 6 месяцев, как минимум, предшествующих моменту подачи. И если вы дистанционный работник, то здесь чуть, мне кажется, проще даже, может быть, подтвердить, потому что достаточно будет договора или там соглашение к основному трудовому договору, которое бы содержало положение о том, что вы можете работать удаленно, вот, получается, с Digital Nomad вам нужно, что я представляла в том случае, я представляла выписки из реестра о том, что являюсь самозанятой, моя сфера деятельности консалтинг, и я просто показывала там договоры с клиентами, мои клиенты, они находились не на территории Нидерландов, соответственно, если у меня договор или инвойс с клиентом, который находится не на территории Нидерландов, я самозанята, и у меня есть выписки о том, что я самозанята, то, конечно, презюмируется, что я работала удаленно. Вот, поэтому здесь я порекомендую тоже показывать договор с клиентами, чтобы было понятно, где находятся ваши клиенты, и если вы там фрилансер или собственник бизнеса, и плюс регистрация из государственных реестров.
Плюс, на самом деле, тут есть определенный нюанс. Если вы все-таки собственник бизнеса, то, может быть, у вас как раз-таки вы будете больше как категория дистанционный на работник, потому что зависит от того, как вы в своей компании оформлены. Определенный нюанс, в общем, нужно его как бы проанализировать. Так, получается, что у нас следующее? Если вы также дистанционный работник, вам нужно будет показать декларацию о несудимости вашего работодателя в сфере иммиграционных там правил и нарушений. По моему мнению, это просто специфика Италии, это свободная форма, ее можно найти в интернете, просто ваш работодатель составляет там бумажку о том, что он не нарушал там определенные, да, не нарушал иммиграционное законодательство. Это специфика Италии, потому что мы очень распространена нелегальная вот эта вся история про там типа квази-рабские отношения, поэтому просто найдите в интернете, попросите работодателя составить, принесите паспорт работодателя. Я также советую принести выписку из реестра о том, чтобы было бы видно, что это... Так, ребят, я вернулась, там был технический момент. Мы говорили про этот документ, который составляется в свободной форме, о том, что ваш работодатель, он был не судим, поэтому просто найдите в интернете форму и заполните ее на итальянском языке и принесите ее, да, в консульство в рамках пакетов документов. Так, также для диджитал-номадов, если вы подаетесь как дистанционный работник, не диджитал-номад, принесите еще договор, который действующий, который будет показывать о том, что когда вы уже будете на территории Италии, у вас будет осуществляться эта деятельность дистанционная, то есть вы показываете не только про вашу прошлую деятельность, но и как бы на будущее, что у вас есть потенциальный источник необходимого дохода. Вот. И есть определенный тоже нюанс в некоторых странах по месту нахождения консульства, когда вы будете подаваться как дистанционный работник, возможно, по вашему договору у вас потребует показать более высокую величину, чем тот как бы годовой доход, который предписан по законодательству, потому что по законодательству, как мы помним, там доход был около 25 тысяч на сегодняшний день, а вот для дистанционных работников нужно будет показать, что вы будете зарабатывать. Давайте я посмотрю, сколько, но я даже не вспомню так навскидку, потому что, да, потому что почему? Потому что даже не помню, ну, короче, там около 33 тысяч. Нужно вот этот момент смотреть специально на консульстве, на сайте консульства, где вы подаетесь, если требование у вас как к дистанционному работнику о том, чтобы в вашем договоре была прописана вот эта вот более высокая величина, чем 25 тысяч. Но я могу попозже посмотреть, о чем я говорю. Вот. Что еще мы показываем? Да, и идем к такому достаточно сложному критерию, как по мне, оценочному, неоценочному. Но, в общем, помимо всего прочего, помимо того, что ваша деятельность, она осуществляется дистанционно, в рамках того, что вы дистанционный работник или диджитал-номад, неважно, помимо того, что вы удовлетворяете вашим требованиям о том, что у вас есть деньги, вот эти необходимые около 25 тысяч и выше, которые показывают вот вашу вот эту планку, которую вы удовлетворяете, вам еще нужно будет показать, что ваша деятельность, одна относится к категории высококвалифицированной деятельности. И здесь есть как бы условные нюансы, потому что нету как такового определения, что является высококвалифицируемой деятельностью, то есть нет, вернее, списка профессий, которые попадают под то, что является высококвалифицируемой деятельностью. И тут нужно быть, по мне, так очень осторожным, потому что такой список профессий есть только для людей, которые работают в IT, для людей, которые работают в других сферах, такого списка профессий нету. Но есть как бы подходы, как понять, что ваша деятельность, она высококвалифицируемая, как по мне. Вот, соответственно, что мы делаем? Да, мы смотрим, как бы, что такое высококвалифицированная деятельность, смотрим на то регулирование, к которому нас отсылает законодательство. Нас законодательство отсылает к регулированию, которое касается European Blue Card. Типа европейская Blue Card — это такой зверь, который ВНЖ для очень высококвалифицированных профессионалов. И есть два пути, 2,5, которые помогают вам доказать, что ваша деятельность является высококвалифицируемой, либо через образование, либо через стаж работы. Если вы идете через образование, то у вас должно быть образование не менее 3 лет, высшее образование
не менее 3 лет, либо post-secondary, даже не знаю, как перевести это, но послешкольное тоже образование, там как 3 года, которое приравнивается к высшему образованию. Надо посмотреть на самом деле, о чем я говорю. Вот, все у меня записано в правильном месте, поэтому не волнуйтесь. Вот, либо через образование, либо через стаж работы. Если через стаж работы, то это вам нужно будет показать, что у вас либо 5 лет опыта работы в той сфере, по которой вы подаетесь как digital nomad, либо 3 года, если вы работаете в сфере IT. И в сфере IT есть список профессий, которые как бы для которых подходит вот это вот 3 года. В сфере других сферах таких списков профессий нет. По моему мнению, высококвалифицированной является та деятельность, по которой вам нужно будет получать образование в теории. Если у вас вдруг такого образования нет, но типа, если вы работаете, я не знаю, надо подумать, что за пример такой, ну вот работаете вы дистанционно, как, ну вот обзваниваете на телефонах людей, то это не высококвалифицированная деятельность, потому что для этого вам не нужно получать образование. А вот маркетинг нужно, поэтому ваша деятельность будет высококвалифицированной. Вот, и есть как бы специфика документа по месту подачи к консульству, как вы доказываете, что ваша деятельность является высококвалифицированной. Как делала это я? Я на всякий случай взяла, принесла образование, в том числе документы об образовании. У меня было 2 диплома из России, 1 диплом из Европы. Но основной, конечно, мой point был это рабочий опыт, потому что у меня на тот момент уже было около 5 лет или даже более 5 лет работы в сфере там юриспруденция. Но я, конечно же, не подавалась как юрист, потому что это регулируемая профессия. И здесь я это обозначила как консалтинговая деятельность. Вот, и, соответственно, да, как бы я подавалась в сфере консалтинговой деятельности, пусть это будет там типа legal project management, whatever, что-то около рядом юриспруденции, но ни в коем случае не юриспруденция, потому что это регулируемая деятельность. Поэтому если вы врач, то вам не сюда, как и другие регулируемые профессии. Потому что с ними, наверное, и можно, но сложно подаваться на digital nomad визу. Соответственно, вот такой вот у меня был путь подачи на digital nomad виза. Почему я все знаю, так много всего знаю, и как бы у меня есть понимание вообще, где как подаваться из других консульств, потому что я сделала гайд по Digital Nomad Visa, 10 шагов о том, как вы можете собрать документы самостоятельно. Я проанализировала все возможные там консульства, которые мне попались, проанализировала доступную практику коллег, собрала это все в один единый гайд, и, соответственно, вы можете приобрести этот гайд, цена символическая, наверное, раз в 10 точно меньше, а то 20, чем вы заплатите, пойдя к консультанту, но с моим гайдом вы сами себе консультант. Поэтому, если вам понравилась моя история Digital Nomad визы в Италии, или вы хотите сами собрать по моему гайду, то пишите мне, во-первых, на почту, которую я указала ниже под этим видео, а во-вторых, покупайте гайд, там есть такая опция, что вы можете мне еще написать вопрос, и я на него отвечу.